Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала. Вот и увидел свет ролик в тестах группиков 7.4 в черных землях. И мы, наконец, добрались с вами до тестирования групповых подземелий 8 тира. Кто смотрит рубрику «Вся правда о данжах» и прибыли в них, тот знает, что в каждом из роликов рубрики я показывал один билд или рассказывал о преимуществах с недостатками фарма от того или иного города королевского континента, мглы. Конечно же, включая города запределья, таких как Артур Рест, Мерлин Рест и Моргана Рест. И в преддверии начала тестов группиков 8 тира хотел бы заранее обсудить способ фарма данных карт. Он уже протестирован на примере 7.4 карт. Мы будем ходить от Брасилиона через Авалонск. Эта мелочь не особо помешает фарму в черных землях. Таким образом, мы просто заходим сразу в портал и ищем выход в черные земли, благодаря чему мы сможем более эффективно и прогнозированно искать нужные нам прозонки в локации с высоким качеством, не переплачивая за сейв портал. А благодаря DS-сообществу Порталлер мы сможем узнать, какие прозонки и локации будут нас ожидать в Авалоне. Ссылочка на Discord сообщества в описании. Достаточно вбить по две первые буквы начального названия локаций, и мы узнаем, куда они нас приведут и куда будут выходить с переходами других авалонских порталов. Посмотрим, к чему приведет такой способ фарма уже скоро в картах 8+ тира. Для возврата домой с черных земель мы будем использовать способ дорога домой, но тут будет нюанс. Нам нужно будет зайти обратно в авалонский портал, чтобы снизить стоимость дороги домой на 50%. А если в самом Авалоне будет еще и переход в синие или желтые локации, это снизит стоимость такого возврата еще на 40-45%. Соответственно. Таким образом, неважно, сколько будет лута у нас с собой, цена будет примерно от 3 до 14к серебра, что просто смешно, ведь лута в сумке будет на миллион и более. А если найти портал в Брасилион, что не редко встречается в Авалоне, то и вовсе дорога в город будет бесплатной. Всем позитивного времени суток, вы на канале Евофлав, и мы начинаем. Прежде всего, начнем с дополнения. Материал записывался еще в старом году, и у нас был активен ивент с Дедом Морозом. Но поскольку лут там соответствует обычному синему сундуку, то и на наши расчеты прибыльности данный момент лично я считаю, что не влияет и не дает никакой погрешности. На славу никакой бонус также не влияет, я все пересчитал в расчетах без праздничного бонуса к славе. Напоминаю, что у мастерской артефактов мы сможем крафтить себе из одиночных карт 7.4 из 5 штук одну групповую. Таким образом, мы сможем экономить себе 20-35% от стоимости групповых карт. Более подробно в предыдущих роликах рубрики. В рамках рубрики «Вся правда о данжах» и прибыли в них происходят розыгрыши. Для участия в них вам нужно оставить комментарий, желательно сразу с игровым ником персонажа. На третий день после выхода ролика я при помощи рандомайзера определю 2 победителей. В дальнейшем будет и третье место. Второй же розыгрыш в данной рубрике для внимательных зрителей. Вам нужно отыскать и указать в комментариях 3 ошибки, что я допустил намеренно в ролике. Из 5 разыгрываю ездовых маунтах в обоих розыгрышах. В ролике будет показан путь к призам на острове. Победители будут уведомлены во вкладке «Сообщество» со скриншотами розыгрыша. Видеопроцесс розыгрыша будет показан в последующем ролике данной рубрики. Приз внимательному зрителю по возможности вручается лично для записи и вставки в ролик. Отдельную благодарность братишке с ником Санита, что решил проспонсировать и разыграть для внимательного зрителя кузнечный посох 8.3. Возможные примеры ошибок написаны в описании. Всем внимания и удачи! И не забывайте проверять правильность написания игровых ников. Также вы получите письмо с уведомлением о подарке по внутриигровой почте. Напоминаю. Друзья, братишки и сестренки, далее будет открытие сундуку финального босса, как пример лута, что мы можем получить. Для вашего удобства сделаны тайм-коды. До встречи со всеми в итогах.
К сожалению, также протестировал всего 10 групповых карт 7.4 и понял, что их невыгодно фармить в большом количестве. 7.3 хороши для заработка славы, а 7.2 карты лучше всего подходят для заработка среди своих собратьев. В итоге у нас вышло. Расходы на дорогу назад в среднем, если портоваться из Авалона, 1 381 250 единиц. Себестоимость карт 16 999 990 единиц при закупке с рынка. В группе из 5 человек на человека выйдет 3 399 998 единиц серебра. Серебра с пола поднято на 1 93 402 единицы. Возможен перекос в зависимости от встреченных вами чаш с бафом на серебро и этажей в этом самом подземелье. Славы с мобов 11 371 305 единиц. На ремонт вышло 639 871 единица. Были падения. Времени затрачено 6 часов и 37 минут. Все будет зависеть не только от количества этажей, что будут вам попадаться, количества игроков в группе, экипировки и пятых этажей, что возможно будут вам попадаться, но и того, как быстро вы будете находить нужную вам прозонку из путей Авалона. Заработок кулачков 54 150 единиц, заработано очков благосклонности 56 053 единицы, книгами интуиции заработано славы 263 тысячи, прибыли мешками с серебром получено 3 669 тысяч, суммарно лутом заработано 7 834 266 единиц. В итоге чистой прибыли вышло 7 175 579 единиц серебра, плюс закупка выкачанной энергии на 56 тысяч, специально не считал из-за скачков цен на выкачку. На самом деле, испробованный метод и походы от Брасилиона через Авалон имеют огромные плюсы, поскольку дадут нам возможность бесплатно и более предсказуемо попасть в нужные нам локации с высоким качеством. А если еще и будет вести с прозонкой, то мы значительно сэкономим себе время на пути. Затраты на возврат тоже могут составлять и вовсе 0, либо до 10 тысяч в среднем, если будем выходить через синие-желтые локации, в которые попадаем через тот же Авалон. Это же и минус, нам может не вести с прозонками, и мы можем долго искать нужный нам проход. Все будет зависеть от рандома и вашего показателя удачи. Брать в расчет гангеров не буду, они будут и при походах через сейф-порталы, и при походе от портальных локаций вашего города. У нас за время походов на данный момент умер один раз согруппник, и то из-за того, что залагал и вылетел из игры. Напоминаю, я лишь показываю вам возможную прибыль и один из многочисленных способов походов по данным активностям. Сравнить с лутом из групповых карт 7.4 в красных, желтых локациях вы сможете по ссылочкам в описании. Узнать о билдах и разнообразии походов по картам вам поможет плейлист с одноименным названием рубрики «Вся правда о данжах и прибыли в них». Сами же карты 7.4 в черных землях не вызвали у меня особого восторга, если честно. Но каждый будет решать для себя сам, стоят они его внимания или же нет. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях. А можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим продвигающим лайком или нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!